Уважаемые друзья, всем доброго дня. Меня зовут Владимир, я разработчик торговых приложений для терминалов MetaTrader 4, MetaTrader 5. Почти уже вот скоро, в следующем году, будет как 20 лет я занимаюсь торговлей и разработкой торговых роботов, торговых приложений, индикаторов и вот этого всего для трейдинга. В 2014 году, если мне не изменяет память, я выложил торговую панель VR Stealth Pro и затем VR Trade панель в маркете, и эти торговые панели были очень популярны, а затем получилось так, что терминал был обновлен, нужно было программы перекомпилировать, а я потерял исходные коды. И больше я их не обновлял и даже скрыл с витрины маркета. Единственное место, где была торговая панель, это на моем сайте. И она уже была не актуальна по текущей версии терминалов. Поэтому спустя почти 9 лет, аж самому страшно, смешно и непонятно, я решил все-таки выложить обновление и для Stealth Pro, и для Trade Panel. Для тех, кто первый раз смотрит, объясняю. Торговая панель Stealth Pro, она всегда была бесплатной и всегда останется бесплатной. Она обладает необходимым минимумом для того, чтобы можно было торговать. И ее основная задача и вообще почему она была сверхпопулярной, она прячет торговые уровни Stop Loss и Take Profit от брокера. То есть все приказы выполняются на компьютере трейдера. На сервер брокера ничего не отправляется. Вот. И благодаря этой панели я получил очень много отзывов от трейдеров, что они наконец-таки почему-то стали торговать прибыльно. И брокер не мог вышибить стоп-лоссы, не видел где тейк-профиты, то есть, вот это все помогало больше зарабатывать. Особенно в те времена, 2014-2010 год, когда брокеров было огромное количество, было очень-очень много кухонь, которые баловались различными методами. Давайте я быстренько сейчас накину Stealth Pro и покажу, что это такое. Чтобы вы знали, понимали как принцип работы. Вот у нас есть панелька сверху, мы выбираем лот, который нам нужен, нажимаем кнопку купить, заявка выполнена таким-то объемом, и появляется вот такая вот небольшая панелька. Здесь уже открыт торговый робот. Мы работаем сейчас в терминале MetaTrader 5, в MetaTrader 4 все точно так же будет работать. И затем мы выставляем уровни Take Profit, Stop Loss. Обратите внимание, что в терминале в самом Stop Loss, Take Profit не отображается. То есть на сервер брокера они не передаются. Они работают только вот на локальном терминале трейдера. Вот в принципе и все, что касается по Stealth Pro. Дальше мы будем говорить о VR Trade панели. Вот этот торговая панель Stealth Pro, она бесплатная, она всегда была бесплатная. То есть если вы хотите там по минимуму что-то использовать, то пожалуйста, ради бога. Здесь панельки точно так же они прячутся, то есть чтобы не мешать. Уровни, в отличие от старой панели, от предыдущей версии, в предыдущей версии уровни были всегда вот такие горизонтальные и длинные, то в новой версии я уже дал возможность трейдерам делать уровни под наклоном, и эти уровни работают только пока цена в пределах этого уровня. Если цена уже ушла дальше уровня, видите, нету продолжения, уровень пишет off, то есть он не работает. Но можно нажать стрелочку, уровень продлится, и он будет уже работать дальше. То есть все будет замечательно, все будет работать. Можно поменять цену закрытия, чтобы частично уровень закрыт. В Stealth Pro можно сделать один уровень Take Profit и один уровень Stop Loss. Можно сделать горизонтальный уровень по аналогии других торговых панелей. Можно продлить влево, вправо. Вот, кстати, в МТ4 влево продлить нельзя. Там, к сожалению, беда терминала. Так было всегда. Профит показывает, какой получит, цена текущая, исполнение будет позиции именно вот по этой стрелочке, вот когда здесь коснется, потому что мы тут можем трендовую по-разному разместить, и когда коснется, тогда и будет закрытие. Можно минимизировать вот до такого уровня, цена лот видеть, можно совсем спрятать панельку вот за значок мешочка с деньгами. То есть вот таким вот образом работает. Как закрывается позиция? Нажали, выбрали объем, который хотим закрыть, подтвердили, позиция закрыта. И так,
можно посмотреть данные по финансовому инструменту, то есть минимальный лот, максимальный лот, цена AskBid работает. Работает время серверное, до конца бара, дата и локальное время на вашем компьютере. То есть можно здесь вот выставить. И еще один важный момент, последний. Как вот в Stealth Pro выставить отложенные позиции. Нажимаем кнопку левую мыши, ждем, и вот появляется такая панелька. Выбираем лот и выбираем то, что мы хотим сделать. Вот, пожалуйста, отложенный ордер. И теперь мы можем точно так же линию передвигать. И вслед за ней будет передвигаться ордер. Стоп-лосс, take-profit, все то же самое, как и с обычными рыночными ордерами, как я вам показал. Чтобы удалить ордер, нажали крестик, ордер моментально удаляется. В общем, пару минут потратили, да, тут 3 минутки потратили на Stealth Pro. Элементарно. Она была бесплатная, она будет и всегда будет бесплатная. Эта программа как бы так для начинающих, для тех, кто учится, чтобы им было легко понять, что такое торговая панель, как она работает, чем она лучше, чем стандартные средства. То есть вот для этого она и создавалась. Так, по настройкам тут вот по умолчанию Take Profit Stop Loss, можно выключить звуки. Это режим логирования, то есть нужно, чтобы вот это зеленое окно с информацией появлялось или нет. Размер панели, тут, по-моему, меняется размер панели, то есть кому надо покрупнее, пожалуйста, можно. Еще у этой панели есть одна уникальная особенность. Ее можно перевести на любой язык. Принцип перевода такой же, как и в VR Trade панели, о которой буду дальше говорить. То есть ничего там сверхъестественного нету. Есть языковые файлы, переводите как вам надо. Хоть там можете любые кракозябры себе написать, и будут они отображаться. Там все понятно. Так. И по настройкам, по последнему там пункту, что-то размер панели, Magic номер 0, проскальзывание и название языкового файла с другим переводом. Все, удаляем Stealth Pro, если кому надо, пожалуйста, бесплатно в своем терминале MetaTrader. Хоть MetaTrader 4, хоть MetaTrader 5 можете скачать, она бесплатная, эта панелька. И теперь переходим к самому вкусному, самому интересному, это VR Trade панель. Ранее эта панель была написана только для терминала MetaTrader 4. Я за эти 9 лет получил колоссальное количество просьб: перенеси на MetaTrader 5, перенеси, сделай свою панель на MetaTrader 5, потому что вот то, что ты делал, было классно, круто, но почему ты убрал, верни торговую панель. Вот я ее и вернул. Она похожа на Stealth Pro, но здесь на порядок больше функций. И давайте вот я покажу, например, вот такое. Здесь кнопки можно разместить в любом практически месте, углу. Неудачный угол закинул. Ну, давайте вот, например, сюда. То есть можно кнопки размещать вот таким вот образом в любом месте. Точно так же время здесь показывает, точно так же показывает окно с информацией о финансовом инструменте. Его можно таскать спокойно, зафиксировать где-то. Да, кстати, на будущее работа, обновление, улучшения будут идти только над VR Trade панель. То есть это все будет улучшаться, минимизироваться, делать более грамотным, более полезным. Сейчас выкладывается только самое первое обновление спустя 9 лет. Как думаю, так мне сразу это. Верну панель вверх. Take Profit Stop Loss по умолчанию. Звук. Прошу прощения. Режим логирования. Размер панели. Давайте я сделаю чуть-чуть покрупнее, чтобы тем, кто смотрит на YouTube, было интереснее, ну, лучше видно было. Так, обратите внимание, что при открытии вот у нас есть 5 лотов. Зачем я это сделал? Для того, чтобы удобно было торговать. Вы здесь ввели, например, 0,03 лот. Можно даже запятой ввести, он это схавает. Здесь, например, вы указали 1% от депозита, то есть 4,36. У меня тут депозит почти 100 тысяч долларов, поэтому такая сумма. Затем здесь можно указать сумму, на какую мы хотим купить. Ну, например, мы хотим купить на 100
долларов, указываем доллар, значок, доллар или S, и на 100 долларов мы купим 0,44 лота. Смотрите, можно вот эти значения менять с помощью колесика в MetaTrader 5. В MetaTrader 4, к сожалению, не работает колесико, но можно менять вручную. И вот лот 0,44. И мы можем задать кратное, еще один метод расчета лотов, кратное депозиту. То есть, например, вот у меня депозит сейчас 99 тысяч долларов. Да? Я укажу 1000 долларов, поставлю знак решетки, если мне не изменяет память. Да, получается, что здесь 100 тысяч долларов делится на 1000 и умножается на минимальный лот. То есть одним лотом я могу зайти. То есть если у вас депозит 500 долларов и вы хотите войти так, чтобы 0,01 лота был на каждые 100 долларов, указываете 100 долларов решетка, умножается на минимальный лот, получается 0,05. По всему, что я сейчас рассказываю, будет инструкция подробная, с картинками, с описанием, с символами, все как полагается. Сейчас я по просьбам выложил уже то, что есть, готовое, уже можно работать, поэтому инструкцию еще не успел сделать, но я обязательно это сделаю в ближайшее время. Итак, что у нас происходит? Мы нажали кнопку Buy, выбрали лот, нажали Buy, и у нас появляется окошко, его можно выключить через настройки. А о чем здесь в этом окошке? Тикет ордера, заявка выполнена, Buy, время, лот, цена, стоп-лосс, Take Profit, Magic и комментарий. Комментарий у меня тестовый, не обращайте внимания. И ошибка. Обратите внимание, что пока мышка у меня находится на этой табличке, она не исчезает. Как только я убираю мышку, табличка исчезает. Теперь еще следующий момент. Опять же таки. Можно просто сразу кликнуть и сразу оно исчезнет. Там зарезервировано определенное время. И если мы ничего не делаем, там работаем на графике, то это окошко, оно само исчезает. Видите? Но если вам это надо побыстрее сделать, вы по нему кликнули, и оно исчезло. А если вы хотите почитать, что у вас произошло, реквота, видите, реквота у нас прилетела, не удалось отправить торговый запрос. Если вы хотите, чтобы окошко не исчезало, то вы просто мышку на нем держите, и оно не исчезает, и можете вот вы почитать, что пишет торговый робот. Это окно тоже в будущем будет переработано, будет сделано более лаконично, более с полезной информацией, с описаниями, будет грамотно оно работать. Так, сейчас я позакрываю вот эти лишние позиции, чтобы они нам не мешали. Едем дальше потихоньку с Trade панель. С простым открытием. Это вот знаете, вот вы зашли в рынок, вам надо сейчас срочно купить, нажали 0,01 объема, buy, все. У вас позиция уже в рынке есть, и вы там уже можете дальше что-то делать. Теперь есть такой вот значок в торговой панели, где вы можете задать уже Take Profit и Stop Loss. Причем Take Profit и Stop Loss можно задать вот так вот в пунктах. Можно задать в цене, например, 1.14 700, а стоп-лосс задать в пунктах. Можно задать в процентах. И еще я там заложил несколько вариантов. Давайте я сейчас попробую. 0,5% роста цены или падения цены. Да, 0,50, видите, 0,64. То есть и в процентах можно задать. И еще будут другие варианты расчета. Потом, чуть ниже пишет фактическая цена, которая получается для уровней Take Profit, стоп-лосса. Можно вот с помощью кнопок прибавить, можно с помощью колесика. Колесико, напоминаю, работает только в MetaTrader 5. В четверке колесико не работает. Колесиком, видите, я понижаю проценты и цена растет. Давайте тут мы сколько сделаем? 1 там, что-нибудь. 1.004 роста падения цены. Закрыться. Отклонение, слипыч. Мы здесь можем указать какое-то. Magic номер. По Magic номеру тут нужно быть аккуратным. Сейчас я к нему еще вернусь. Торговая панель работает только с тем Magic номером, который указан в настройках. Но вы можете открыть позиции и ордера другим Magic номером.
При этом позиции с другим Magic номером останутся без контроля. Торговая панель их подбирать не будет. Это сделано для того, чтобы вы могли открыть позиции или ордера для каких-то других торговых роботов, которые работают со своим Magic номером. Ну и комментарий. Давайте сделаем. Всем привет. Комментарий. И вот внизу у нас buy по цене, лот по цене, take profit, stop loss. Нажимаем эту кнопку, и у нас открывается, вот она открылась наша позиция. Пока мышку я держу на информационном окне, оно не исчезает. У нас стоп-лосс улетел далеко вниз, давайте мы его подтянем сюда. Вернем. Обращаю ваше внимание на то, что мы открыли позицию с реальным take-профитом и реальным стоп-лоссом. Теперь смотрите, я передвигаю уровни стоп-лосса, и реальный уровень всегда перемещается на текущее время по трендовой. Это такой трейлинг стоп, то есть стоп-лосс будет двигаться по линии и остановится, когда дойдет до края. Если вам нужно, чтобы продолжать дальше тралить, вы просто включаете луч, и трейлинг стоп будет тралиться. Стоп-лосс будет тралиться пока не сработает. Точно так же и для take-профита работает. Вам, например, вы можете сделать вот такую вот конструкцию, да, и с каждым временем take-профит будет приближаться, стоп-лосс будет приближаться. Можно сделать наоборот, чтобы take-профит приближался, а стоп-лосс удалялся. Такие комбинации, я как трейдер знаю, что это ускорит вероятность получения take-профита. То есть, если до вашей цели, которую вы запланировали, цена не дойдет, то со временем take-профит будет перемещаться, и его выбьет, и вы получите хоть какую-то прибыль, хоть какой-то минимум. Так, теперь дальше, что касается еще. Чтобы включить виртуальный режим, мы нажимаем кнопку Real Virtual, и реальные уровни исчезают. Так, цена вот не влазит, кстати, я себе это помечу. Для каждого окошка есть какие-то комментарии на том языке, который файл подкреплен. По умолчанию русский, английский создаются, а если вам надо корейский, вьетнамский, их можно тоже сделать, эти переводы, без каких-либо проблем. Так, теперь едем потихонечку дальше. Тут у нас есть выровнять. Что тут еще важно? Можно минимизировать, чтобы не было видно, чтобы не мешалось под руками. А тут мы можем таким вот образом минимизировать, чтобы видеть только профит по данной позиции. Теперь, что нам еще? В этой версии WireTrade панель мы можем сделать несколько тейк-профитов и несколько стоп-лоссов. И при этом мы их можем, благодаря тому, что это трендовые, перекомбинировать там каким-то вот таким вот образом, кому как надо для его торговой стратегии сделать. Обращаю ваше внимание, это очень важно, что по реальному take-профиту и стоп-лоссу позиция будет закрыта полностью. Поэтому в торговой панели реальный уровень take-профита, стоп-лосса всегда будет на максимуме, то есть на самом крайнем take-профите и на самом крайнем стоп-лоссе. То есть видите, вот у нас значение самое крайнее, стоп-лосс здесь. Если я вот этот уровень опущу ниже, то стоп-лосс переместится на него. Почему так сделано? Если мы поставим сейчас реальный стоп-лосс вот именно в этом месте, позиция закроется вся, и тогда нету смысла держать крайние вот эти уровни. Вот. Вы можете сделать 10 тейк-профитов, 10 стоп-лоссов. Я ограничил 10, чтобы сильно не грузить терминал, не грузить торговую платформу. 10 вполне достаточно. Для каждого тейк-профита вы можете задавать свои значения. То есть 0.02 закрыть, да, но не получится, закроется вся позиция, потому что у нас позиция открыта лотом 0.01. Вот я ее закрою, давайте я открою позицию чуть-чуть побольше лотом, там вот 44, да. Информационное окно исчезло. Take profit. По умолчанию ставится take profit с максимальным объемом, вот крайним.
Но мы можем здесь поставить, там, например, 0.20 закрыть. Здесь закрыть 0.30. И добавить еще там стоп-лосс. Добавить еще take profit. Все, видите, вот теперь работает. Теперь есть. Как дойдет, будет закрыта именно та часть, которая указана. Теперь, возможно, не все сейчас сообразили и не все поняли, какие есть тут преимущества. Я сразу в этом обзоре все расскажу по максимуму. Смотрите, пока у нас текущее время находится над трендовой, эта трендовая работает. Вот видите, показывает, что мы получим на 0.30 лота $300 убытка. Если цена прошла дальше и у нас трендовая уже, как бы, грубо говоря, закончилась, пишет off, она не работает. То есть, цена уже этот уровень не пройдет. Благодаря такому вы можете ограничивать работу какого-то стоп-лосса, либо частичного, либо полного. Если вам надо, чтобы стоп-лосс работал постоянно, вы просто продлеваете луч, и он будет работать постоянно. Теперь смотрим на следующий интересный момент. Вы можете комбинировать стоп-лоссы, то есть вот вы ставите так стоп-лосс, а затем ставите вот так вот стоп-лосс. Лоты все это проставляете, что будет происходить? Даже вот так будет правильный. Сейчас, если цена дойдет до сюда, закроется по стоп-лоссу. Если не дойдет, стоп-лосс будет плавно двигаться, а потом он будет подниматься. Таким образом, вы можете создать некое движение своему стоп-лоссу по каким-то своим там целевым уровням. То есть вот таким вот образом будет двигаться стоп-лосс. Это уже более профессиональный, более сложный трейдинг. То есть мы можем, например, выставить стоп-лосс вот как-то вот по тренду. Так, без луча. Луч отключайся. Без луча. Потом, если по этому лучу не сработало по тренду, мы выставляем там на другой, чтобы стоп-лосс наоборот двигался вниз. И здесь тоже. А потом двигался вверх. И так мы можем 10 линий выставить. И то же самое мы можем наваять с take-профитом. То есть вот так вот. Если мы думаем, что и в ближайшее время нам надо, чтобы закрылось по take-профиту, то мы вот строим вот такую вот некую конструкцию. Затем мы думаем, что пойдет расти дальше, то мы уже поднимаем вверх, там, например, ставим луч, и все. Цена пойдет расти, если будет пробой верхних уровней, вы возьмете больше профита, чем если бы этот уровень был вот такой горизонтальный. Горизонтальный, тут в любом времени вы займете одну и ту же прибыль. А вот с вертикальным уровнем, во-первых, вы можете 100% получить первую прибыль, закрыться по началу какого-то движения. Она вот если будет вот такой вот, как видите, вот здесь вот этот скачок, пробой, вы получите take profit. В случае, если вы скомбинируете какие-то вот такие вот линии на восходящие, то в случае, если цена продолжит дальше расти, вы получите больше профита. Если вы еще и там со стоп-лоссом поработаете, поднимете вверх, то вы получите меньше убытка. То есть вы тут можете координировать движение стоп-лосса, take-профита так, как вам нужно. И по времени, и по наклону, по градусу. Вот, это то, что касается работы. Чтобы убрать take-profit или стоп-лосс, нажимаем крестик, и это дело все убирается. То есть, вот видите, я все поубирал. И вот у меня одна позиция на покупку. Так, с этим вроде бы я все рассказал. 0.44, давайте я закрою 50% от позиции. Напомню, что все это будет в инструкциях еще. То есть 0.22 закрыли. Смотрите, информационное окно пишет, что мы закрыли 50%, 0.22 от 44 лотов. Стоп-лосс, take-профит и наш комментарий. Всем привет. Я закрою позицию полностью для того, чтобы теперь перейти к отложенным ордерам. Так, давайте проверим. Да, вот у нас тут слито, поэтому всем привет, комментарий. Всем
привет. А почему пробелы убрались? Я понял. Я вот, кстати, да, сделаю себе запись, что поправить. К Magic номеру. Смотрите, я открою позицию другим Magic номером. Выскакивает окно. Позиция открыта с Magic номером 265 останется без контроля. Рабочий Magic номер 0. Предупреждение. Если мы нажмем «Да», то у нас откроется позиция с Magic номером 265. Но нам брокер не дал цену. Видите, мы поймали рек в этом. Пробуем снова. Magic 256, например. Да. И вот позиция открыта с Magic номером 256. 256 здесь написано. Стоп-лосс, тейк-профиты указаны. В комментарии всем привет. И видите, панелька не появилась. То есть эта позиция осталась без контроля. Я ее закрываю через терминал. Брокер у нас MetaQuotes. Это разработчики терминала. Поэтому тут реквоты нормальное явление. Так, что еще здесь? Здесь в дальнейшем планируются маски комментариев. То есть вы введете, например, сейчас пока это не работает, введете скобки фигурные, там name, и когда вы отправите комментарий, то будет здесь имя эксперта, либо какие-то ваши нужные для вас записи. Так, теперь отложенные позиции и ордера в VR Trade панель. Нажимаем кнопку левую мыши и держим. Появляется такой ползунок. Раз и открылся. Здесь принцип работы с лотами точно такой же, как и вот в этой панели. То есть все то же самое. Выбрали 0.2, нажали Buy Limit и открылся Buy Limit. Где открывается Buy Limit? Buy Limit. Там, где вы кликнули. То есть, вот вы хотите по вот этой цене открыть. Нажали, держите. 1.12.995. Именно по этой цене и будет открыт ордер Buy Limit. Вообще вот это контекстное меню, оно будет сильно расширяться, дорабатываться, перерабатываться. Тут будут потом еще и алерты, и скриншоты, и все остальное. Намного удобнее, чем вот это штатное меню у меня по планам сделать. Теперь отложенные ордера. Отложенные ордера могут тоже двигаться по трендам. При этом обратите внимание, buy limit. Что такое buy limit? Цена должна опуститься вниз, а потом вырасти. То есть тогда будет открыт buy limit. И об этом сигнализирует вот такой вот значок. Он как раз находится на том месте, где цена должна коснуться нашей трендовой линии. Принцип точно такой же. Нажали луч, нажали в другую сторону тоже луч. Надо выровнять, выровняли, пожалуйста. Передвинули, все это передвигается. Я не знаю, слышно вам или нет, все это передвигается с такими легкими звуками. Затем надо поставить Take Profit Stop Loss. Пожалуйста, Take Profit Stop Loss. Все будет. Надо теперь сделать, чтобы они были реальные. Нажали кнопку Реал. И все. И, пожалуйста, работаете. Помните, на всякий случай напомню. По правилам трейдинга отложенный ордер нельзя переместить за уровни реальных тейк-профитов, стоп-лоссов. То есть, если вы попытаетесь отложенный ордер перенести за стоп-лосс или тейк-профит, вы получите ошибку. Ну, так не бывает. Это правило трейдинга. Так, теперь что? Друзья, сейчас эта торговая панель раздается бесплатно. Что за невиданная щедрость? Почему раздается бесплатно? Потому что нет денег ее рекламировать. Сколько по времени будет раздаваться, не знаю. Поэтому, если вы смотрите это видео сейчас, сегодня 11 июня 2025 года, 13:47, я думаю, вы успеете еще скачать и получить эту торговую панель бесплатно. Все обновления будут бесплатны, техническая поддержка бесплатна, ваши просьбы, претензии, все это будет читаться, смотреться. И что-то даже будет реализовываться. Вообще планов по этой торговой панели вагон, маленькая тележка и еще огромный контейнеровоз.
Все это будет дорабатываться, ошибки будут исправляться, если такие есть. Будут добавляться различные функции. Индикатор VR ATR Pro будет обязательно добавлен. Я знаю, как его эффективность, он вообще будет очень кстати. На всякий случай предупреждаю, что данная торговая панель не работает с моим скринером, потому что слишком огромные сложные коды, они не смогут работать вместе. Вернее, они могут работать вместе, но это будет очень трудно, сложно, и не факт, что они будут работать корректно. Поэтому лучше не объединять скринер, watchlist and linker и торговую панель. В скринере есть своя торговая панель, да, конечно, не такая крутая, не с трендовыми линиями, но там есть чем поторговать. Вот поэтому лучше эти моменты не комбинировать, не соединять вместе. Вот, так что можете скачать. У меня вообще такая традиция, когда я что-то новое публикую, выкладываю, раздаю бесплатно. Это является для меня хорошей рекламой. Люди потом сами рассказывают. Как скачать торговую панель в терминале? В MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 мы идем в маркет. В маркете мы заходим в раздел утилиты, потом поиск. В поиске пишем VR. Тут поиск такой медленноватый. Тут даже еще, знаете, скорее всего, панелька опубликована. Нет, уже появилась. Вот видите, и пока что на сегодняшний день бесплатно. И Stealth Pro тоже можно скачать. Но рекомендую сразу качать Trade панель, не больше функций, и она будет развиваться, обновляться, совершенствоваться. То есть работа будет идти только над VR Trade панелью. VR Stealth Pro, если будут какие-то ошибки будут исправлены, и развиваться функционала, нет смысла. Это когда есть трейд панель, нет смысла развивать Stealth Pro. В общем, так, уважаемые друзья, благодарю всех за внимание. Желаю вам хорошего лета. Я закончил этот огромный проект «Основу» и дальше буду улучшать. Теперь будет больше видео, больше описания. Описание будет и на моем сайте, и в маркете MQL5, и на форуме. Языковые файлы на разные языки тоже будут приложены на форуме. То есть приглашаю вас присоединиться к обсуждениям. Все предложения я буду выслушивать, читать, смотреть, и что-то будет реализовано. То есть работа над торговой панелью будет идти постоянно. И на всякий случай, если вдруг вы сами хотите научиться разрабатывать торговых роботов, у меня есть курс программирования. Все ссылки будут под данным видео. Благодарю вас за внимание. Берегите себя и своих близких.